И мы получаем ядро эльфийских врат. Портал в Эльфхейм открыт. Мы делаем эльфийские распространители маны. Ну что же, я всех рад приветствовать с вами снова эфир и добро пожаловать на продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем! Ну, друзья, что же было в прошлой серии? Что было в прошлой серии? Кто помнит? Кто не помнит, справа сверху подсказочка. Также, кстати, ненавязчиво напомню вам в телеграм-канал подписаться по ссылочке в описании. Буду рад видеть, поэтому заходите. Буду всех там рад. Ну и на канал там не забывайте подписываться, там лайк поставить. Там буду очень доволен, очень этому рад. Собственно, что у нас было в прошлой серии? В прошлой серии мы отправились в такое интересное, чудное мгновение, как Незер. Там мы нашли очень интересную структуру, а именно святилище. Да, если посмотреть в авантюре, вот эти все квесты мы в прошлой серии выполнили. Мы и череп Визера скелета получили, и убили Визера, кстати. Что мы еще? Вот ядро дробовика, компас, стержни, хрюшечка, вот это все, мы вот это все сделали. Также, что немаловажно, мы в прошлой серии сделали угольную пчелу, которая сейчас у меня находится внизу. Вон там находится, но не одна уже, и не две, и не 5. Я говорил, что из-за серии постою, пофармлю их немного. Ну, не пофармлю, а подожду, пока немножко нафармится. Вот. И это время настало, они нафармились, теперь там довольно много их нафармилось, и теперь там все круто, классно, весело и приятно. Что же мы делать в этой серии будем? В этой серии, честно говоря, у меня планов таких прям, чтобы сверхбольших нету, но за исключением то, что хотелось бы до конца добить Эмбер, вот здесь, да, чтобы уже вот это все вот доделать, вот это потом сделать, потом вот это еще сделать, ну, чтобы уже хватило наверняка. Вот как раз тут ядро дикого огня надо, которое вот, а здесь оно не нужно в целом. Итак, кажется, комьюнити высмеет. И посмотреть, что нам надо для вот этого, потому что потихонечку нам нужно двигаться к этому, собственно, блоку, потому что в будущем нам он сильно понадобится. Но для того, чтобы к этому добиться, нам надо что? Правильно, нам надо ядро эльфийских врат. А делается оно вот так. Довольно тяжело. Но это если смотреть на первый взгляд. Смотри, эссенция землетрясения у нас есть. Террасталь есть. Яйцо... Какое яйцо? Что я яйцо говорю? Ядро есть. Это есть. Ядро эктоплазмы надо будет посмотреть. Руна перезагрузки надо будет посмотреть. А незеритовая обшивка посмотреть. Сквозной ящик вообще легко делается. Незеритовая обшивка. Для этого все у нас есть. Для руны восстановления... Она, кстати, не подожди. А как ее? Восстанавливает все руны призыва в локации. Вот, слышишь, я тыкаю. А почему? Подожди, руна перезагрузки. Восстанавливает все руны призыва в локации. В смысле? Это, конечно, все круто, классно, весело, но... Я не могу буквально, вот, слышишь, я кликаю. Воу! А вот он, кстати, и намек к тому, что я долго довольно не спал. Очень много не спал уже. Потому что, видишь, у меня даже датели фантомы спавнятся. Но мы поспеем обязательно. Что у нас, кстати, по календарю? Календарю у нас говорит, что уже поздняя зима. То есть в скором времени у нас начнут уже потепление приходить к нам. Также, естественно, начнут новые урожаи расти. Это круто. И в целом мы можем сегодня заняться вот этим как раз таки крафтом для наших так называемых так называемого ядра, но я не знаю вот это вот руна перезагрузка. У меня ее типа нету нигде. Ну типа вот у меня есть руна вот эта, но она типа, ну смысл от нее, она никак не используется, никак не делается. То есть ее в теории вообще никак не получить. А информации об этом тоже нигде нету. Ну сейчас подожди, сейчас пойду на вики. Короче, друзья, бегал я, гадал и не нашел я как получить эту руну вообще. Ее по факту вообще здесь нигде нету. То есть, если бы хотя бы она как-то, ну, можно ее использовать, да? То есть, вот, она используется. Но как ее сделать? Без понятия. Вообще. То есть, руна перезагрузки, она... Ну, подожди, может, конечно, в Mindcells именно здесь есть какая-то, не знаю, гайд, там, подобие. Типа, может, мне условно то же самое нужно клеточный верстак сделать. Может, оно на клеточном верстаке, кстати, делается. Может быть, кстати. Это нужно сходить какой-то из, допустим, вот, условно сюда. И там вроде бы где-то был клеточный верстак. По сути, он в самом начале должен стоять. Вроде бы. Не. Но можно вернуться в тюремные башни, окей. Допустим, тут где-нибудь.
тоже. Блин, ну только не говори, что он где-то, знаешь, типа, условно, лежит по этой самой, по локации, понял? Где-то лежит. Просто если так, то это будет, конечно, очень грустно. Потому что, ну, блин. Просто нигде даже не А, вот, клеточный верстак. Давай смотреть. Ну, видишь, самого клеточного... А, вот, руна перезагрузки. Вот, смотри. Вот оно где. Да, я могу сам клеточный верстак сделать. Ага, все, окей, ну смотри. Я сейчас даже и сейчас даже вот сфоткаю рецепты, знаешь, было понятно, что мне надо. В целом, мне все эти предметы есть, кстати, на самом деле. Я могу даже вот тут условно оставить метку верстак, да, потому что там нужен магический верстак, а он вроде бы делается на самом деле как-то тяжеловато. Магический верстак, сейчас. Вот он, волшебный верстак. Но хотя нет, нормально в целом делается. Сейчас можно сделать, можно сделать. Сейчас, давай, для верстака что нам надо? Я так предполагаю слитки волшебного золота, вот эти вот, потому что я не понимаю, что... Но я возьму и тебя 3 штучки на всякий случай, и... А что еще? Волшебное золото, скорее всего, еще. Хотя это оно и есть, по факту. А что еще нам надо для верстака? Пютеровый орнамент это у нас... Может где-то здесь лежать. Вот одна штучка есть. Далее фиолетовые ковры. Вот как раз на 2 будет. И я так понимаю 3, да, 3 жизни дерева. Это у меня, слава богу, отсутствует, кстати. Вот это, кстати, плохо. На самом деле, я даже не помню. Подожди, я ее оставил? Да, я ее оставил. Чисто, Маргаритыч, давай, пора тебе включаться, чё? Ну что, мне вот интересно больше всего, знаешь что? Можно ли как-то ее интересно получать? Да, пчела-лесник есть. Она будет со 100% шансом бревно жизни дерева получать как. Либо чистая пчела. Любое дерево будет превращать в бревно жизни дерева. Условно. Интересно. Так, естественно, 4 клетки монстра. Даже можно сразу же, знаешь, подготовить рецепты для этого. Для руны перезагрузки. 8 алмазов и 8 изумрудов. Дайте мне, пожалуйста. Все, есть. Вот это у нас будет как раз для руны перезагрузки. Кстати, кухня построена. Очень круто, классно. А что мне там еще надо? Малый самосвет души. Он у меня есть, потому что мы в прошлой серии добыли много довольно. Как раз у меня, я слышу, уже переделались бревнышки. И давай делать магический верстачок. Отличненько. Все, 48 штук здесь у нас все есть. Что нам еще там надо для верстака? 4 как раз клетки. Ну ладно, это пусть будет. Я, правда, не понимаю, что это за слиток вообще. Ну, типа, вообще без понятия. Он ни на какие из этих не похож. Но я возьму еще золототевое на всякий случай. Да и все в целом. Погнали. Верстак. Так, условно, вот. Давай смотреть. Вот у нас тут верстак. Что это за слиток? Смотри, видишь? Я навожусь без понятия, что это за слиток. Вот. Либо бронза, кстати. Это вообще похоже на бронзу? Ну да, на бронзу похоже, кстати. Но есть маленькая проблема в том, что бронзу я сейчас... вообще никак, на самом деле, не получу. Хотя, может, у кузнеца какого-то или механика, условно. Но бронзу я знаю то, что можно получить с помощью меди и олова. Да, это понятное дело, 3 к 1. Блин, ну ради этого делать это все, я так впадло. Давай лучше я вот так все это просто сделаю. Вот, смотри, как красиво. Все. Пусть у нас вот эти все предметы будут. Окей, мы будем знать просто, что нам надо бронза. Я ее сделаю, но не сейчас явно, потому что же говорю, сейчас этим заниматься как-то, блин, впадло очень сильно. Считай, мне сейчас нужно пойти Эмберс, получите бронзу. Короче, долго это все будет делаться, поэтому пусть пока оно полежит. Но в любом случае, если что, я эти предметы оставлю у себя в рюкзачке. Вот здесь, пусть они вот здесь лежат. И все. Руна восстановления у нас и есть. Далее, что нам надо? Сквозные ящики в количестве 4 штук. Но перед этим дай мне, пожалуйста, крафт самого эльфийских врат, чтобы я понимал просто, что мне надо. Смотри, 4 сквозных ящика. Я даже, наверное, знаешь, вот так вот сделаю, чтобы было понять. Смотри, нам надо 2 эссенции землетрясения. Есть такое. 1 террасталь. Есть такое 100%. Далее нам нужен ядро дробовика. Есть такое в наличии. 2 пластины незритовой обшивки. Но это в целом делается довольно просто. Лавамерит, 1 спрессованный хитин и 2... Как их там? Лавамерита как раз таки, которых я не вижу. Где? Вот они. Кстати, на самом деле у меня довольно мало. Но 32 штуки хватит 100%. Сколько надо там штучек? Надо всего лишь 2. Поэтому 2 мы оставляем. Далее, сквозные ящики. Это нужно очень много жизни дерева. Поэтому я сейчас еще отправлю 8 штучек. Потому что там буквально нужно сделать... Получается что?
4 бочки, типа. 4 на 7. А, ну, кстати, ровно как раз таки и хватит. 4 сквозных ящика. Окей. Далее, руна как раз таки перезагрузки. Вот она. Что еще? Где-то у меня она, вот, клетка босса. Здесь она лежит. И вот это вот ведро эктоплазмы. Вот это я вообще, кстати, без понятия, как получить, кстати. Вот это я вообще без понятия. И причем то, что вот здесь в крафтах тоже нигде ее... Да, это я смотрю по крафтам в клеточном верстаке. Может, мне нужно взять эктоплазму в руки, понял? Может, она где-то у меня по квесту есть? Хотя, если бы было, я бы, наверное... Не, ну хотя вряд ли. Сомневаюсь, чтобы я где-то его здесь находил. Чисто знаешь, что... Кстати, отварчик на самом деле сделать бы желательно, потому что благодаря нему можно будет сделать такие прикольные вещи, и в будущем мы сможем создать обелиск гармонии. Но это подожди, это потом. Я хочу больше сейчас понять, как мне получить ведро эктоплазм. Значит, нужно попробовать пойти сейчас взять ведро, обычное попробовать. Можно даже попробовать ведро воды взять и отправиться сейчас в ад, телепортироваться как раз в то измерение, точнее не в то измерение, а у меня даже вроде метка там стоит, святилище, вот, да. Телепортироваться в святилище, попробовать взять того духа, банши, попробовать взять его в ведро, либо духа попробовать, типа, условно. О, доброе утро и снова здравствуйте. Мне здесь нужно... Что мне здесь надо? Мне надо дух. Мне надо дух, он где-то должен находиться здесь. Я даже могу, наверное, телепортироваться, чтобы его здесь... Во, вижу, он там летает. А, еще вон есть, вот, здорово. Давай просто обычным ведром попробуем взять. Не получается. Таким тоже не получается. Душу, видишь, тоже не получается взять. Ага. И как мне, по-вашему, ведро эктоплазмы получить? Ну смотри, я нашел здесь эктоплиту, кстати. Вот он, эктоплита вот это как раз. Может оно вот как раз таки то, что нам надо? Потому что вот видишь, блуждающую душу можно закинуть в бутылочку. А вот, возможно, вот эти вот штучки, вот этого вот кента, можно превратить в как раз таки в эктоплиту. Но для этого мне нужно предательское пламя, кстати, которого у меня... А нет, не мне зажигалка обычная нужна. Надо, мне сейчас нужно просто, смотри, как сделать. У меня ведро с собой есть, правильно? Правильно. То есть по факту, что мы сейчас делаем? Мы просто телепортируемся, берем зажигалку в руки, просто забегаем в любую башню, условно даже вот в это. Вот у нас огонь. Запускаем здесь этот процесс. Вот, и где-то вот оно, пробуем. У меня зависло, друзья, у меня мир вышел, что? Итак, спустя небольшое количество времени я снова с вами, здравствуйте. И у меня ведро эктоплазмы в руках. Собственно, прошло буквально несколько минут, и все решилось, и вот, собственно, готово. Что у нас по итогу? Смотри, у нас... Смотрим. 2 земли... Даже можно, знаешь, вот тут уже делать это все. 2 землетрясения. Есть. Террасталь. Есть. Клетка. Есть. Далее. Тут вот это. Тут сквозные ящики. Тут 2 назеритовые обшивки, тут руна перезагрузки и ведро эктоплазмы. И мы получаем ядро эльфийских врат. Та-дам! И, кстати, ядро дробовика не потратилось. Это, кстати, на самом деле очень хорошо, потому что, благодаря нему можно будет очень много всякого интересного сделать. Поэтому это очень круто. И за это мы получаем, если я не ошибаюсь, почин, да, который мы можем наложить условно на те же, кстати, ботинки, которые я хотел наложить в прошлой серии, поэтому давай мы это и сделаем. И теперь у меня все. Вся броня на починку, меч, кирка на починку. Отлично. И что у нас дальше? Дальше у нас открывается вот это. Это у нас открываются все предметы из мода ботания. На самом деле это очень крутая штука, потому что она нам очень понадобится, потому что мы сможем сделать вот это вот, собственно, эльфийский распространитель маны, который будет производить больше, передавать больше, расстояние, потери, больше буфер, все увеличится и... сможем вырабатывать гораздо больше ман. В том числе, кстати, в этих версиях новых, когда появились вот эти вот распределители, убрали улучшенные версии бассейн. То есть, если сейчас посмотреть, да, условно, вот бассейн маны, видишь, бассейн маны есть такой, бассейн такой и сказочный. Ну, кстати, вот как раз таки сказочный, это скорее всего улучшенный, типа, хотя нет, скорее всего нет, это обычный. То есть, есть творческий, а есть обычный бассейн. Поэтому... вот так. Поэтому приходится распределителями баловаться. Но окей, это не проблема, это не беда. Самое главное то, что у нас теперь есть
ядро эльфийских врат. Но это еще не конец. Для того, чтобы нам построить как раз таки эти врата, во-первых, нам нужно желательно подзакинуть сюда уголька, для того, чтобы начала вырабатываться мана. И желательно сразу же поставить, чтобы она вырабатывалась в один бассейн. Что происходит? Почему? Почему круг меня летает? Потому что амулет у меня одет. Видишь, все, она улетела куда. Теперь все нормально, теперь она сюда вся вырабатывается. Вот, видишь, теперь вот так. Зачем это я делаю? Смотри. Для того, чтобы у нас вырабатывалась мана, точнее даже не мана, а чтобы у нас открыть так называемое ядро эльфийских врат, нам нужно, даже можно где-то глянуть это в лексике ботании, вот, это можно посмотреть в Эльфомантии, вот, портал в Эльфхейм. Для того, чтобы нам его сделать, нам нужно, во-первых, построить два вот таких природных пилона, в целом, ну, относительно довольно просто, и сделать вот такую вот структуру, которая в целом тоже довольно просто. Но самое главное, что открытие портала требует значительного количества маны в бассейнах. Затраты портала делятся между бассейнами поровну. Если мана в одном из них закончится, портал закроется. Также с такими приготовлениями ты не пойдешь в портал, но предметы смогут там высасываться. И честно, я не помню, сколько надо маны, чтобы запитать этот портал. Если я не ошибаюсь, то типа по пол бассейну маны, что-то наподобие, надо, чтобы открыть его, если я не ошибаюсь. Потому что когда ты открываешь его, то мана перестает. Вот, то есть он будет открыт всегда, пока ты не захочешь его закрыть. Вот, но до момента, пока ты его откроешь, конечно, нужно изрядно постараться, так скажем. Давай, кстати, еще возьмем желательно дерево. Для того, чтобы сейчас сделать еще немножко жизни дерева, потому что она, поверьте мне, сейчас понадобится. И, естественно, также мы сейчас сделаем... Что мы сделаем? Мы сделаем природные пилоны. Природные пилоны, вот эти вот. Для них нужны теневые самоцветы, как раз у меня их довольно много. Дальше террасталь, это буквально один кусочек террастали нам надо. Ну, точнее, залезть сюда. Даже не один, а поменьше. Есть. Дальше. Что здесь нам надо? Орнамент из волшебного золота. Ну, в целом, кстати, довольно просто. Довольно простой крафт на самом деле. Если нужно просто орнаменты, но слава богу, что у меня... Хотя подожди, у меня же орнаменты тоже вроде бы есть из волшебного. Вот, смотри. У меня довольно много. Сколько там надо, кстати? 2 или 2? То есть даже можно вот так сделать сейчас. Все, пожалуйста, смотри. Делаем сначала вот эти два пилона. И делаем еще 2 природных пилона. Отлично. У нас остается как раз ровно террасталевый слиток один, который может нам понадобиться для чего-то с террасталью связано. Например, кольцо маны или кирка, терракрушитель так называемый. Но, к сожалению, здесь, конечно, да, здесь побольше террастали, чуть-чуть надо. Но, кстати, на самом деле, вот эта вот кирка, она очень крутая. Я бы сказал, прям очень крутая, потому что она позволяет копать очень большую площадь. Да и, в общем и целом, это очень хорошая кирка, которую желательно в будущем сделать и переделать, условно, в мультиинструмент. Потом переделать вот в этот вот мультиинструмент. И вот, пожалуйста, мы сможем использовать его для нашего основного, так скажем, предмета, инструмента. Но сейчас самое главное это вот это. Дело в том, что смотри, по факту мы сейчас не сможем запустить, потому что у нас буквально маны нету. И у нас вот уголь, видишь, весь потратился уже. И вот превратилось немножко маны. Но уголь это так называемая не проблема, потому что смотри, сколько у меня уже накопилось сот. 1,5 стака, извини меня, это очень довольно много. Мы можем сюда сейчас полстака закинуть, даже можно сейчас по 16 штучек, вот пожалуйста. И у нас сейчас будет вырабатываться гораздо больше угля, то есть по факту это довольно много угля на самом деле. Да вот мы сейчас подождем чуть-чуть, и вот мы можем заметить, оп, уголь появился. Но есть еще одна маленькая проблема, с которой я столкнулся, когда я пчелок там развивал. Я сделал, во-первых, еще немножко ульев. Это первое. А во-вторых, у меня маленькая проблема. Смотрите, если мы сейчас спустимся вниз, да, видишь, смотри, сколько здесь пчелок. Вот здесь куча пчел, вот здесь куча пчел. 6. И вот здесь, соответственно, видишь, сколько пчел уже накопили сот. Но, видишь, здесь ресурсы никуда-то не уходят. Это связано с тем, что мне нужно немножечко увеличить эту комнату, для того, чтобы там было, так скажем, ну, побольше пчел, по крайней мере. И мне нужно будет это делать гораздо скорее. Очень скорее, потому что если я это сделаю не скоро, мне там все забьется и будет плохо. И для этого как раз-таки нужны улучшения. Вот эти вот как раз-таки, которые у нас делаются вот как раз вот слиток асглоза, который делается с помощью асглозовой смеси, которая делается с помощью вот этого вот кента, пепельной эссенции. Короче,
сколько мы сможем. На самом деле мы чуть-чуть сможем сделать, потому что у меня вот здесь где-то есть вот 4 штуки всего лишь. Но мне кажется, в будущем мы научимся это быстрее делать гораздо. Ну хотя смотри, выпадает зомби в бочке. Хотя тут шанс очень маленький, но сам факт. Вот, то есть мы сможем акресалк, пепельная эссенция. Вот как пепельная эссенция делается, вот мне интересно. Ну вот таким вот образом довольно легким, кстати, она делается. Реально довольно очень простым способом делается. Тогда окей, тогда не проблема, тогда все в порядке. Но опять-таки мы это сделать сейчас не сможем. Потому что, смотри, во-первых, чтобы сделать альфа-продуктивность, нам нужен драконьевый кусок. А это драконьевая пыль. Это соты драконьевой пчелы, а это драконьевая пчела. Это с помощью обсидианового пчелиного гнезда, плюс дыхание дракона на драконовую пчелу. Короче, вы поняли, о чем я имею в виду. Очень не скоро. Но я, кстати, не знаю нюанс, знаешь, можно ли сейчас мне условно уже пойти в энд, да, убить дракона? Можно ли? Если можно, было бы очень круто. И я бы хотел посмотреть, что здесь надо. 3 светящихся жизни дерева. Ну хотя я помню, как они делаются. Это просто 3 светокамня буквально. Где мой светокамень? Светокамень, вот он. То есть буквально надо сделать сейчас вот так. Все остальное будет в бревна. И смотри. Мы сейчас поставим, ну, не знаю, допустим, куда-то вот сюда, условно. Нам нужно поставить сейчас 2 бревна. Это у нас будет так называемые бассейны, да, условно. Даже, наверное, вот сюда еще одно. Чикс. 1, 2. И даже, кстати, можно на самом деле визуализировать его вот сюда. Оп. Все, видишь, красивее. Далее, смотрим, что нам надо. Ядро эльфийских врат. Есть такой нюансик. Дальше, здесь у нас, если не ошибаюсь, просто обычные доски. Да, как можем заметить, ну не доски, а бревна. Здесь светящиеся, обычная. И вот все. Структура завершена. Вот такой вот у нас получается портал. Здесь у нас будут стоять так называемые пилоны. Точнее, пилоны бассейна маны. Кстати, их даже, наверное, сейчас можно взять. Они, правда, будут пустые, да. Обидно на самом деле. Но мы сможем поставить сюда искры. Вот эти вот как раз таки, которые, видишь, вот здесь летают. Которые у нас вот здесь сидят. Можно их закинуть вот сюда. Видишь, там внутри она будет сидеть где-то. Вот, видишь, она сидит. И можно будет сюда закинуть, допустим, доминантное улучшение, чтобы распределить немножечко здесь маны. Но либо как-то по-другому либо с помощью, даже я знаю с помощью чего, с помощью того же самого, на самом деле, кольца маны, условно. То есть мы можем взять кольцо маны, закинуть его вот сюда, оттуда высосется мана и позакидывать. Поэтому, да, вот такие дела, да, такие пироги. Нам нужно очень много угля. Я бы сказал, прям очень много угля для того, чтобы производилось очень и очень много маны. Да, давай делать. Здесь довольно сразу же много улетает угля, то есть вот 15 было угля, сейчас станет гораздо меньше. Потому что они потратят свою силу, так скажем. Вот, видишь, оп, уже 3 угля осталось. То есть, ну, очень быстро тратится уголь. Поэтому, да, в этом есть, конечно, маленькая проблема, потому что угля нужно очень. И поэтому нам как раз нужны вот эти вот в авантюре, точнее, в мистицизме как раз надо вот... Один, я так понимаю, ну, во-первых, 6 светящихся бревен, которые мы можем получить с помощью эльф. И что еще? Еще элементивый слиток. В будущем, конечно, мы сможем взять распространитель маны Гаи. Это самый лучшая, так скажем, самая лучшая вариация. Но пока к этому очень рано, поэтому будем довольствоваться пока что этим. Я сейчас посмотрю в вики, сколько надо маны. Вот, поэтому... Вот, видишь, все, нет угля, и уголь закончился. Вот так. Уголь надо очень быстро производить. И с этим, конечно, есть маленький нюанс. Потому что вот я зайду, да, условно. Вот, видишь, пока здесь ничего нету, но здесь уже одна, вот здесь 9 вообще сот, условно, да, есть. И если мы сейчас зайдем, то у нас, видишь, только вот 6 штучек готово. То есть, ну, очень медленно, на самом деле, это все делается. Прям я бы сказал, ну, очень медленно. Но будем довольствоваться чем есть, потому что нам другие варианты не остаются. Надо копить ману, надо много маны. А сколько? Сейчас, подожди, сейчас узнаю. Смотри, я прочитал вики, и знаешь, что я понял? То, что, во-первых, мы прямо сейчас сделаем кольцо. Ман, потому что я то просрал чуть-чуть. И во-вторых, дай мне алмаз. И в-третьих, нам маны на самом деле не очень много надо. Я посмотрел, что в одном бассейне хранится 1 000 000 ман. Условно, да? 1 000 000 маны. Значит, что получается? Для успешной активации нужно по 100 000. То есть это условно по четверти. Даже если условно 500 000. Я помню, я делал что-то очень дорогое. Тот же самый вроде бы ключ весенний, точнее от летних угодий. Вот видишь, целый бассейн маны. Здесь не написано, сколько это. То есть, ну,
полный бассейн. Ну сколько это мне надо? Не написано. Сказали, что много. Сказали, что много, миллион маны там хранится. Но сейчас как раз и проверим, окей? Сейчас тогда мы это как раз и проверим. То есть нам нужно сейчас, по сути, взять по... Сколько? Ну, во-первых, давай так уж и быть, немножко угля подкину, чтобы мана все равно не стояла на месте, вырабатывалась потихонечку. Возьмем условно, смотри. Сейчас у нас почти 2/4. Мы возьмем условно по четверти на каждый бассейн. Вот, видишь, у нас началось высасывание потихонечку, помаленечку. Ну вот, условно готово. Пол кольца есть. Кстати, смотри, сколько монстров под низом у нас. Жесть. Как-то я их увидел. А, это третий глаз их увидеть. Ну да, потому что мана сейчас тратится, скорее всего, потихонечку. Но это подожди, не надо. Давай, закидывай ману вот сюда. Видишь, мана теперь начала уходить в бассейн. Да? Ну да. Сейчас пока мана у нас там уходит, давай еще немножко угля подкинем. Хотя даже можно, знаешь, можно даже не угля, можно даже вот 100 киловых бревен взять просто в руки и закинуть их сюда. Все, пусть вырабатывают, так будет побольше профита. Вот, видишь, половина накопилась. Мы берем сейчас еще половину отсюда. То есть по факту высасываем все с него полностью. И, наверное, даже подготовим все ресурсы, которые нам нужны для того, чтобы получить все вот эти вот вещи. То есть тут нам надо 2 моностали. Блин, дорого, кстати, на самом деле выходит. У меня моносталь все закончилась. Ну давай даже, окей, для распространителя посмотрим, что нам надо. Нам нужно 6 бревен. 6 бревен, то есть 6 бревен, да? 6 бревен. У меня всего лишь 5. Почему у меня всего лишь 5? Почему у меня всего лишь 5? Я не понял. Почему у меня всего лишь 5? А, ну конечно, постройку. Ну окей, 6 есть. И выходит 2 моностали. Надо мне, получается. Все, кольцо тоже есть. Вот видишь, оно у меня тратится потихонечку. Потому что у меня третий глаз открылся. Да, вот эта штучка делает. Все, мана здесь тоже уходит. А сейчас накопится немножко маны для как раз таки элементового слитка. То есть, условно, вот, для 2 моносталь слитков. Все, готово. Здесь у нас мана есть, здесь мана есть. Давай сразу же пойдем за 2 железом. Или 2. Или сразу, давай сделаем 4, да? Сделаем сразу 2 распространителя. Было еще лучше, да? Ну да, думаю, так будет гораздо интереснее. Как раз у меня сейчас делаются вот эти вот бревнышки. У меня будет как раз сколько? 13 штук, как раз ровно хватит на 2. И, кстати, интересно, что здесь используется. А, ну здесь просто какое-то обычное семя, это не проблема вообще. Окей, давай тогда сейчас закинем немножко маны. Дай мне немножко слитков. Спасибо за 4 слитка. И что, будем пробовать открывать портал? Да, но блин, но здесь не половина. Мне не нравится, что здесь не половина. Мне очень это не нравится, потому что я боюсь, что потому что если один какой-то бассейн закончится, то будет очень плохо. Будет очень плохо, если кто-то закончится. Поэтому я и рисковать не сильно хочу. Во, все, везде по половине. Давай пробовать. Мир зовет. Мана ушла. Да, смотри, мана ушла и все, больше не тратится. Смотри, все, портал в Эльфхейм открыт. И давай пробовать, смотри, допустим, 12 бревен. Есть, мана не тратится за счет этого. И 2 слитка элементия тоже готово. Куда, кстати, все бревна закончить? Давай тогда, если портал не закрывается, давай тогда еще вот это все доделаем. Мне нужно еще алмазы. Блин, уголь закончился. Еще мне алмазы нужны. 1, я так предполагаю, просто обычное стекло. Ну, мана стекло. Здесь мана стекло, это у меня в целом все есть. А где алмаз? Вот. Что мне еще надо? Пыльца. Но я так предполагаю, это 2... А, это мана жемчуг. О, там много маны, кстати, будет довольно стоить. На самом деле, прям реально очень. Давай, смотри. Кидаем уголька, пусть мана копится в любом случае, лишнего не будет. Так, мана жемчуг получаем, и мана алмаз также сам. Закидываем эти все предметы вот сюда, и получаем предметы, задание выполнено. Магический мешочек, 3 свинца и улучшение динамит. Крыса взорвется при атаке. Может убить крысу и нанести вред другим существам. Нет, спасибо, мне такое добро не надо. И все. Да, все предметы по сути у нас есть. Теперь смотри, что мы делаем. Мы делаем, только взять, конечно, надо 2 каких-то лепесточка. Мы делаем эльфийские распространители маны. Получаем за это также квест, соответственно. Сейчас что мы делаем? Мы забираем уголек. Ну хотя ладно, пусть он тут как раз сейчас весь дотратится до конца, пусть тогда окей. Нет проблем. За это мы получаем руну Нифльхейма. Нифига себе. И, кстати, еще какой-то квест закончил. Ё-моё, что-то много квестов посыпалось-то. Да, но у нас, конечно, и распространитель маны пока что закрыт, потому что нам надо делать пилон духа Гаи. А это ритуал. В целом, кстати,
у меня, по сути, для него все есть. Если так посмотреть, да, то есть нам надо по факту 4 пилона, это 12 растали, как раз у меня ровно 12 будет. Элементе, окей, ритуальное благовоние вообще халява. То есть по факту мы это тоже сейчас можем даже сделать. Даже вот если сейчас... Вот, уголь у нас закончился. Давай сейчас мы поставим 2 распространителя. Но бу. Возьмем сейчас эффективность, подключим. И сделаем так, чтобы он направлялся сюда. Это также. И давай посмотрим. Эндопламя сейчас подключены. Видишь, они сразу же подхватывают. Даже вот можно сейчас посмотреть, кому они сейчас подглядывают. Но вот эти сейчас вот на вот это. Давай сейчас мы все эндопламя подкинем на вот этот распространитель и посмотрим, сколько он будет вырабатывать маны и будет ли он успевать за таким количеством ман. Условно, да? А ну, на, держи. И как ты будешь работать у нас? Ну смотри, он успевает. Он реально успевает. Он реально успевает. Хотя при этом сейчас на него по факту все мои цветочки работают. Видишь? То есть реально по факту все цветы сейчас работают на него. Ну какой-то здесь еще один подключен. Все, видишь, мана резко прекратилась. Но, блин, это очень круто. Я не знаю, правда, можно ли ускорить эту линзу маны, типа, знаешь, еще мощнее сделать, потому что хотелось бы еще гораздо лучше сделать. Вот эффективность. Ну да, эффективность, конечно, не знаю, добавляет ли что-то, но это можно, конечно, все посмотреть в лексиконе 100%. Давай сделаем пилоны. Смотри, мне нужно 8, получается, элементивых слитков, это 16... слитков вот таких вот. То есть там мана остались 16 штук по факту. На, держи. И вот сюда тоже, соответственно, держи. Все, 8 штучек есть. Мана не тратится, окей. Далее, мне вот это все желательно выложить, конечно, что-то не нужно, потому что всего реально много. Хотя, блин, я бы мана-предметы в мана-предметы кидал на самом деле. Ну ладно, такое дело. Смотри, 8 штучек есть. Далее, ритуальное благовение. Вот это я херушки знают, где у меня лежит на самом деле. Оно может как и в рюкзаке лежать, так и где-то здесь в сундуке лежать. Потому что я помню, я его делал довольно много для того, чтобы делать ритуалы для нашего божества, так скажем. Но лежит ли где-то у меня это все? Я фиг его знаю. Потому что ни в рюкзаках, нигде его по факту я нигде не вижу. Короче, я все сундуки обшарил. Оказывается, нету, блин. Оказывается, реально нету. То есть мне нужно это все делать заново. Только мне интересно, если у меня, допустим, та же самая смола. Окей, чародейский пепел это не проблема. Цветущая оана это тоже не проблема, потому что у меня... вот, смола есть, окей. Смола есть. Смола есть. Сколько мне? 2 сделается. Мне надо для крафта 4. Значит, нужно сделать 2 крафта. Ну, как раз у меня вот цветочков на 2 крафта. Чародейский пепел это у нас даже может есть. Да, вот видишь, есть у нас такая штучка. Окей, давай сейчас сделаем 2 ведра только надо. Водички. Давай пошли сделаем. Окей, без проблем. Давно как раз не колдовали. Будет интересно сейчас немножечко, ну как колдовать, давно не варили тут ничего. Закидываем смолу, чародейский пепел. Опа! Стоп! Нет! Стоп! Оно успело всосаться! Я надеюсь, у меня еще есть? Фух, слава богу, у меня еще есть. Я дурак. Я случайно сразу же закинул по 2. Блин, а где у меня здесь ведро воды, которое необычное, так скажем? Потому что тут здесь сейчас где-то обычное ведро, а где-то необычное. Вот, видишь? Надо, чтобы оно сейчас выкипело. Все, выкипело оно у нас. Давай, давай заново. Немножко протупил, согласен. Чуть-чуть протупил сильно. Потом вот это. И 2 легеньких вращения. И по сути у нас должны получиться ритуальное благовение. Да, есть такое. Давай еще один разочек сделаем мне это, пожалуйста, так по-братски. Закидываем цветущую оану. И 2 легеньких вращения. Все, по факту у нас уже все готово. Да, все, пожалуйста, 4 ритуальных благовения. Далее мы берем слиток террастали, 3 оставшихся кусочка. И смотри фокус. У меня как раз ровно 12 их остается. Потому что мне еще пилоны же сделать 4 штук. А у меня самоцветов сколько? 2 всего. Блин, обидно. Нужно сделать еще 2. Но сейчас, секундочку. И готово. 4 теневых самоцвета у меня в ручках есть. Далее, что нам надо еще здесь? Мана-пилоны. Кстати, еще здесь нужно 4. Это 8. 8, 8, 8.
8 орнаментов. Далее, что там еще? 8, не 8, 4 мана-алмаза выходит. Блин, на самом деле дорогие крафты, я скажу вам так. И 8 мана-слитков. На самом деле реально очень дорого выходит. Я надеюсь, хватит, конечно, на 8 слитков. Ага. Разбежался. Не, ну ему, конечно, немножко, знаешь, повзаимствовать, грубо говоря, чуть-чуть вот здесь. Знаешь, чуть-чуть совсем. Все, хватит. И вот здесь также чуть-чуть пофиксить моментик. И все, хватит. Все, закидываем это вот сюда. Только вот так вот сделай. Все, мана пошла. Давай обратно закидываем сталь. Готово. Сейчас мы добьем, пока у нас здесь все добьется. Есть. И все, пошли делать. А, подожди, еще же мана алмазы. Точно. Чуть еще про мана-алмаз. Давай, поехали. Мана-пилоны 4 штуки. Далее природные пилоны 4 штуки. И пилона Духагаи. Почему всего лишь 1? Потому что еще пыльцофейн. Блин, а мне еще 3 надо, получается, эндержемчуга. А у меня такого нема. А, вот как раз они. Смотри, мне нужно 3. Блин, а там на самом деле маны нужно жопой. А, не, нормально все. А сколько надо на пыльцы? 4. Блин, а я, наверное, дурак. Зачем мне так много? Ну ладно. Что за фа-фа-да-фа? Почему мне обратно возвращается ты? А, мана-жемчуг. Подожди, это я чуть-чуть дурак. Я чуть-чуть им не то кидаю. Подождите. Во, все, 3 пыльцефея есть. Ух, я уже на самом деле немножко даже перепугался. Думал, у нас сейчас будет немножко застревание, так скажем. Доброе утро. Утро начинается реально с доброго, потому что мы делаем дополнительные пилоны Гаи. Задание выполнено. Вот у нас открывается дальше квест, вот который как раз таки продолжает нас закидывать в распространитель. Линза маны скорость. Блин, ну она мне не нужна как раз. Мне как раз линза маны скорость не нужна как раз. Мне как раз таки надо эффективность. То есть мне не надо скорость, мне надо эффективность. Но ладно, ничего страшного. Смотри, для того, чтобы нам убить Гаю, так называемой, да, нам надо маяк. Нам нужен маячок. Это можно глянуть сейчас вот здесь в лексиконе. Правда, где бы это найти? А скорее всего здесь нету. Или где-то, наверное, здесь эльфомантия, ритуал. Так, а ну, эльфомантия. А, смотри, не открыто. А, точно! Мне же нужно лексикон закинуть в ботань. Вот, мы получаем улучшенный лексикон ботании. И вот теперь вот ритуал Гай. Как раз таки вот, пожалуйста, вот крафтсом. По себе выглядит довольно страшно на самом деле, потому что нам нужно будет сразиться с этим боссом. Но сделаем это, естественно, в следующей серии. Да, мы в следующей серии пойдем нафармим немножечко черепов, как раз таки благодаря нашему топору, вот этому вот, на всякий случай сразу его себе положу, потому что с ним легче добыть черепа. Убьем визора еще раз, получим маяк и, скорее всего, убьем духа Гаи, то есть по факту самого себя. Да, ну а на этом я буду тогда постепенно заканчивать данную серию. Сделали довольно много, продвинулись довольно сильно в мане, в ботании, продвинулись в мистицизме очень хорошенько, мне это очень нравится. Я попробую за серией немножечко увеличить здесь нам, нашим пчелкам, территорию, да, увеличу им немножко эту комнату, потому что, ну, реально, сейчас эта комнатка, ну, очень маленькая, прям, ну, очень маленькая. Поэтому, да, увеличим комнатку. Сделаю так, чтобы выводились все предметы оттуда в ящики наши, естественно. Вот, собственно говоря, вот эти вот, пожалуйста. А здесь немножечко даже накопилось уже сот. Да и все, и попробовать как-то реализовать сортировку, дабы у нас в центрифуге делался уголь, с угля попадала в ящик, а с ящика попадала вон туда. Да, сделаем это все в следующих сериях. На этом я буду постепенно заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр данной серии. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Набираем обороты капитально, набираем, разгоняемся. И увидим, что нам будет сжать в следующей серии. Также не забывайте обязательно подписываться на разработчиков данной сборки. Все ссылочки находятся в описании. Сайт этой сборочки также находится в описании. Покупайте, играйте, получайте удовольствие, как и я. Оно того стоит, поверьте мне на слово. И увидимся в следующих сериях. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока!